Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о бурундуках. Что мы знаем о них? Мы с детства привыкли воспринимать бурундука как забавного героя сказок и мультфильмов. Вот Элвин с музыкантами, а вот бурундуки Чип и Дейл. С одной стороны раздражители Дональда, а с другой спасатели нашего мира. А по другую сторону планеты дядюшка Бурундук беседует с тигренком насчет прихода весны, а позже вместе с медвежатами развлекаются на подсолнухе. Однако его жизнь вовсе не похожа на приключения экранных героев. Так а какая бурундучья жизнь в дикой природе? Давайте о нем поговорим поподробнее. Поехали! Бурундуки – это мелкие грызуны из семейства беличьих. Известно около 25 видов. Самый распространенный – азиатский бурундук. Он же сибирский бурундук, единственный вид бурундуков, обитающих на нашем континенте. Остальные Чипы и Дейлы водятся в Северной Америке. Бурундук имеет древнюю эволюционную историю, уходящую в эпоху позднего Олигоцена и раннего Миоцена, а это около 30 миллионов лет назад. Его предки возникли в Северной Америке и позже распространились по Евразии, благодаря тектоническим процессам, которые открыли сухопутные пути. Зверек, который сейчас будет биться за место в вашем сердце, пользуется всеобщей любовью, и он достойный во всех смыслах представитель фауны. С виду веселый и изящный, он очень оживляет сибирские, дальневосточные и северные леса. Также живет в Японии, Северной Монголии, Китае и Северной Америке. Животное это дикое, но симпатичное. Этакая белка, только поменьше. Это стройный зверек с вытянутым телом до 17 сантиметров длиной и весом около 100 грамм. Окраска пестрая, брюшко беловатое, хвост сверху сероватый, волосяной покров короткий, с довольно грубой остью. Окраска по сезонам не меняется. Линяет только бурундук раз в год, в июле-сентябре. Ушки небольшие, словно опушенные, без концевых кисточек. Цепкие лапки, бурая пестрая шубка. И чуть не забыли полосы на спинке. Его действительно легко узнать по продольным полосам, хорошо видным на светло-сером или рыжем фоне. У бурундуков полосы классически черные, чередующиеся с белыми или светло-бежевыми. Это их фирменная визитка. Обычно на спине у бурундучка 5 темных полос и 4 светлые, белые или кремовые. Этот контрастный узор помогает им сливаться с природным окружением, идеально для пряток от хищников. Белые полосы – это скорее фон, подчеркивающий красоту черных, но встречаются и необычные вариации. Например, в природе могут появиться альбиносы, где полосы тоже становятся светлыми, или меланисты, в этом случае они почти полностью черные. Таежные народы травят байку о том, что полосками нашего героя наградил косолапый Мишка, бахнув по грызуну своей когтистой лапищей, то ли за его хитрость и пронырливость, то ли просто от большой любви. И как бы он от зверей не прятался, увидать в тайге бурундука нетрудно. Глазки у него живые, блестящие, и сам зверек очень любопытный и не особенно пугливый. А весной можно и услышать пение бурундука. Подыскивая себе парочку, он тоненько и нежно посвистывает, как бы говоря: «Вот он я, а где ты?». В другое время бурундук не свистит, но кричит часто. Бурундукам свойственна довольно сложная звуковая сигнализация. В случае опасности они односложно свистят или издают резкую трель, похожую на птичью. Самочки во время гона кричат крюк-крюк. Перед дождем бурундук издает особый звук – бурун-бурум-бурум, из-за которого по одной из версий и получил свое название в русском языке. На одном месте полосатые зверьки не сидят. Они всегда находятся в движении, суетятся, нередко издают громкие звуки. Бегая по земле, они заглядывают в расщелины, снуют в траве, что-то выискивают. Быстро, почти не останавливаясь, подбирают семена, ягоды, орехи и прячут их в объемные защечные мешочки, которыми он пользуется как карманами, только во рту. Бурундук настоящий мастер по части орехового тайника. Его невероятно вместительные щечные мешочки способны растянуться почти в 2 раза больше головы. В каждом из них можно уместить до 4-5 средних орехов или до 10-12 небольших зернышек. Если считать все вместе, то в щечках бурундука может поместиться до 15 граммов пищи. Для сравнения, представьте себя
с рюкзаком, в котором можно упаковать все содержимое холодильника, да еще и бегать с этим. Бурундук делает это с легкостью, благодаря своим щечным рюкзачкам. Орехи, семена, ягоды он мастерски сортирует и прячет все в укромных уголках. А главное, не забывает, где что лежит. Но почти. Это не беда. Если некоторые заначки остаются невостребованными, это помогает лесу. Спрятанные орехи могут прорасти и превратиться в новые деревья. Настоящий пушистый лесовод. Но на этом его способности не заканчиваются. Пушистик не просто таскает еду, он превращается в технологический центр по сортировке и упаковке. В своем тайнике бурундук может спрятать до нескольких килограммов еды, если запасы рассчитаны на долгую зиму, включая ягоды, семена и орехи. Причем некоторые орехи бурундук шелушит, а другие оставляет нетронутыми. Об этом хорошо осведомлены не только люди, но и медведи, которые не прочь поесть за чужой счет. Бывает, что медведь, разоряя нору, вместе с припасами съедает ее хозяина. Впрочем, если бурундука не съели, если такой набег случается поздней осенью, у него все равно нет шансов пережить зиму. Да, и норы он строит на славу, устраивает ее в земле. Она довольно длинная, с отнорками, уборными, с комнатами разного назначения. Обычно бывает 2 комнаты, спальня и кладовая, и неглубокие выемки, используемые как уборные. У бурундуков есть даже дача. Летние гнезда они устраивают в трухлявых пнях, под стволами поваленных деревьев, у корней, иногда в низких дуплах и скворечниках. Иногда, правда, жилище может быть и в дупле, но все-таки большей частью он поселяется под корнями деревьев или под поваленным стволом. Там в начале лета у бурундучихи появляется 4-6 крошечных бурундучат. Мамаша бурундучиха нянчится с ними довольно долго, продолжает опекать их и тогда, когда бурундучата уже подрастают, самостоятельно отыскивают пищу. В это время самочка очень озабочена безопасностью своих чад. Она постоянно начеку, все время внимательно поглядывает вокруг и характерным цыканьем предупреждает об опасности. Тогда вся семейка быстро скрывается в норе, и мамочка, конечно, последняя. В середине лета семья распадается. Каждый устраивает себе собственное зимнее гнездышко и начинает делать запасы на зиму. Упорно и неутомимо таскает бурундучок в своих защечных мешочках орешки, предварительно очистив их от скорлупок. Съев мякоть ягоды шиповника или смородины, бурундук аккуратно собирает семена и тоже несет в кладовую. Носит семена липы, семена различных злаков, желуди. За 2-3 месяца трудолюбивый бурундучок соберет килограммов 5, а то и все 10. Однако он не просто сваливает в кучу свои запасы, все аккуратно сортируется, раскладывается по какому-то понятному лишь бурундуку принципу. И к приходу зимы, набегавшись, изрядно утомившись, спать. Большую часть зимы бурундук спит, причем спит очень крепко. Частота дыхания его в это время сокращается до 2 вдохов в минуту, а температура тела понижается до 3-8 градусов. Увидишь такого зверька и подумаешь: окоченел бедняга, а он всего-навсего спит. Однако такой крепкий сон не мешает зверьку время от времени просыпаться. Проснувшись, бурундучок отправляется на свой склад, хотя похоже, что идет он не подкрепляться после сна, а проверить свои запасы. Убедившись, что с ними все в порядке, и съев несколько орешков, бурундучок опять отправляется на боковую. Поэтому запасы его остаются до весны. Весной бурундук просушит их на солнышке и доест. Запасы для бурундука важны не столько зимой, сколько именно весной. Во-первых, весной еще голодно в лесу, а во-вторых, в это время бурундукам некогда искать еду. Они обзаводятся семьями и носятся по лесу, оглашая его звонким свистом, будто сообщая всем: вот, мол, наконец пришла долгожданная весна. Вот так посмотришь на них. Бурундуки – зверушки резвые, забавные, и многие захотят держать их в своих квартирах. Но стоит ли держать лесного дикого зверька в клетке? Сомнительно. Во всяком случае, необходимо помнить, зверек этот сам по себе безобидный, но в то же время может быть разносчиком тяжелых заболеваний, туляремии, клещевого энцефалита и некоторых других.
И несмотря на миловидную внешность, вся крупная лесная фауна стремится бурундучка уничтожить. Маленькое животное – желанная добыча для всех лесных хищников. На него при первой же возможности могут напасть совы, колонки, лисы, волки, медведи, кабаны, да и соболи разоряют его кладовые, а косолапы иногда извлекают бурундуков из нор, чтобы потренировать медвежат. Были времена, когда и люди не считали зазорным пустить в бурундука пулю. Но ради чего? Ведь мех у бурундука не сравнить с соболиным. Мясо в нем на один укус. Тем не менее, в 19 веке шкурки бурундуков шли на изготовление легких халатов и меховую обшивку по краям одежды. Для этого ежегодно добывали около 100 тысяч бурундуков. Охотились на бурундуков в основном в Сибири. Продавали такую добычу на якутской и абдорской ярмарках. Известный охотник и писатель Александр Александрович Черкасов отмечал, что сибирские промышленники не любили бурундуков, так как те предупреждали зверей о появлении зверовщиков тревожными криками, отвлекали охотничьих собак. Промышленники часто их стреляли для потехи, показывая свое искусство владеть винтовкой, потому что бурундук невелик, проворен в движениях и мало сидит на одном месте. Сейчас отношение людей к бурундукам изменилось. Их с удовольствием подкармливают туристы, которые заодно пытаются сфотографироваться с очаровательным зверьком. Кто-то заводит дома. Бурундуки неплохо приживаются в домашних условиях. В неволе они могут прожить 8-10 лет, тогда как в природе всего 4 года. Отношение зверей в дикой природе осталось на прежнем уровне. И поэтому милое создание манерами не блещет. За попытку вторжения на свою территорию бурундучок всегда без предупреждения нападает на незваного гостя. И своих сородичей бурундуки тоже не больно жалуют. И живут они в одиночку, каждый на своем участке. В одной норе 2 бурундука не уживаются. В неволе взрослые бурундуки, посаженные в одну клетку, дерутся. Так что в организованную банду их не соберешь. А все голливудские фильмы, мультфильмы про дружных бурундучков – вымыслы чистой воды. Потому что бурундук – единоличник и жадина. Сказывается суровая жизнь в таежном лесу. Несмотря на все вышесказанное, бурундуки обладают хорошей памятью, что помогает им запоминать местоположение своих кладовых с пищей. Они быстро обучаются, находят новые источники еды, избегают хищников и прокладывают оптимальные маршруты между укрытиями. Однако уровень их интеллекта уступает более крупным белищам. Но и это не все. Нельзя закончить рассказ о бурундучке, не отметив одной его удивительной особенности. Он служит прекрасным барометром. За несколько часов до дождя, сидя на задних лапах, где-нибудь на пенечке, бурундучки издают совершенно особые звуки. Грустно кричит бурундучок. Видимо, очень не любит он ненастную погоду. А еще бурундук – прекрасный барометр настроения. Смотришь на него, как он весело носится, хвостиком шевелит, а щечки забиты орешками. Поднимается хорошее настроение, и на лице появляется улыбка. Маленький луч света, который может осветить даже самый темный день. Улыбка, даже если ее приходится включать через усилие, это не слабость, а сила. Это наш внутренний маяк, говорящий «я справлюсь». Ведь улыбка – это не только для себя. Даря ее окружающим, вы запускаете цепную реакцию добра. Кто-то, поймав ваш взгляд и улыбку, может стать чуть-чуть счастливее. А потом этот кто-то улыбнется другому. И так далее, пока весь мир не станет хоть чуточку теплее. Так что пусть бурундук настроения всегда найдет повод чуть приподнять хвостик и забавно моргнуть в знак того, что все наладится, несмотря на трудности. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.